Привет, народ! Покажу вам тут для небольшое приобретение для Ротенбергера. Ну, это я взял, чтобы просто приобрел я вот это вот. Это там кое-какой ключ мне нужен будет. Вот приобрел вот эти вот вещи. Ну, это на спираль 22 миллиметра. Вот эта спираль. Вот такая вот штука и вот такая вот голова. Голова чистит сильно твердые такие, как сказать, отложения. Вот. Она из твердого какого-то металла сделана. Ну, эти шайбочки, я так понял, они то ли закручены, то ли наварены. Не знаю, тяжело сказать. Тут только вот одна точка. Не знаю, как она там сделана. Но смысл ее такой, что вот это вот все вертится и тащит то, что там. Так, а где у меня второй ключ? А, вот он. Думал, прощелкал уже. Вот. Какой вот этот, да? Смысл работает. Ну, вот она так работает. Вот сюда вставляется замок такой вот. Раз, и она вытаскивается. Сейчас я не знаю, если смогу. Она зажата, блин. Не хочет. Тяжело. Да нет, пошла уже. Все открыл я, но неудобно открывать. Неохота ее, потому что сейчас должна выскочить. Ну, давай. Уже вылезла. Она ее перекосила просто. Не выстрелила. Левла. Вот, поэтому вот так вот такая. Напряжение большое, поэтому не мог вытащить. Так, это на 16 миллиметров, а это на 22. Так, 16 миллиметров мы берем. Так, ну это масло. Когда достанете, чтобы масло побрызгать не ржавело. Смысл, вот почему купил вот эту еще спираль. Внутри у нее стоит наполнитель. Вот. И он потом не попадает всякая гадость сюда вовнутрь, и не надо чистить. Поэтому ее нужно ставить на самым первым ее ставить. Какой-нибудь фрезе или вот такой вот такому как ее назвать, ну фрезой ее не назовешь, но я не знаю, наконечником, да, и при вращении вот это вот все сбивает со стенок, весь мусор. Можно было еще купить с шипами, но для пластиковых труб не хотел рисковать. А замок вон срабатывает просто так вот, раз, стой, с другой стороны. Вот так, раз, тут наезд такой. Все, и вот это вот оно при вращении пипетка разлетается. Так, сейчас, раз. Вот, снимается легко, просто напряжение было. Ну и голова также. Я что-то думал, голова будет побольше. Но когда вот эта вся грязь, она падает на низ, и потом ее нужно поднимать, и очень хорошо включать дополнительно воду. Если вот умывальники подключены к этой системе, то включаешь умывальник, я в этот раз включал 2, и вода гонит, а вот этим все поднимаешь, все, что насыпется на низ, и вода потом смывает вот это все. Ну, а плюс тут еще куча разных других спиралей есть, сейчас покажу. Так, раз мы уже это... ну, вот это вот три вещи, вот это, раз, два, три, вот это вот спираль целая. Спираль 4,5 метра, 22 миллиметра диаметр, а толщина, по-моему, 5 или 6 миллиметров самой спирали. Но у меня их... Сколько? У меня 22,5 метра, и вот еще 4,5, да, это 27 будет. Но бубен уже, блин, поднять тяжелый пипец. Плюс вот такие вот еще спирали на 22 миллиметра, это вот такая вот фреза небольшая. И вот такие вот наконечники еще есть. Такая вот
вот прямая просто. Но хотел еще купить такую, она тут с обратным крючком такая, как бы наматывает и вытаскиваешь, если там что-то застряло, что-то упало, что-то осталось, ну, в другой раз. Так вот, что хотел сказать, вот эти вот раз, два и три, блин, 800 баксов стало. Так что дорогое удовольствие. Это наше хобби, да? А, ну вот еще на 22 миллиметра, а вот еще такая есть вот. А все остальное уже это вот. Ну, а для сравнения, чтобы вы понимали, как выглядит 16 миллиметров, да, и 16 миллиметров выглядит вот так вот. Вот они. 16, 22, да? Ну, вот такая еще есть фреза. Вот. И вот на 16 миллиметров такая маленькая. Так что вот такие вещи есть. Вот поэтому приобрел. Такая, последний раз, когда делали, нужна была. Именно вот это нужна была. И цепи нужны были. Но у меня их не было. Теперь уже есть. Так что теперь, теперь более вооружен, скажем так. Да, да. Ну вот. Так что, ребята, бизнес это хороший, денежный. Ну, исчисляется, выезд исчисляется в тысячах баксов. Ну, если так за баксы говорить, в тысячах баксов выезд. Ну, последний раз мы были там сколько? 8 часов на выезде, да? Ну вот, 1100 обошелся клиенту выезд. Так что Ротенбергер свое название отрабатывает. Хороший аппарат, хороший, качественный, все, и приносит очень хорошие деньги. Так что инвестиции в него оправдались. А так как девиз у нас какой? Девиз у нас все время тот же самый. Хорошие люди должны работать качественным инструментом. Всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч.